Добрый день, дорогой зритель. Я рад приветствовать тебя на моем канале Гримера. И сегодня у нас будет вторая серия нашего путешествия в мир Overlord The Fellowship of Evil. Сегодня мы будем дальше разбираться, а что же с ней не так. Потому что, в принципе, по прологу, я бы не сказал, что игра была прям, плохой. Не знаю, если ты еще не смотрел эту серию, то ссылочка будет на плейлист с ней в описании. Сможешь посмотреть. Так, а мы, собственно, продолжаем. Да, вот это вот чудесное управление на ВАСД меня немножко смутило, но... так, я хотел... Да за шо? Панда за шо? Ляу, панды трусы с пандами. Это считается за... Не знаю. Ладно, не будем об этом. В общем, в прошлый раз нам сказали, потрогай стол и иди сражайся. Иди сражайся. Так, испытание зла мы, получается, прошли с вами. Дальше кузница для оружия. Существует зола драконьих яиц, расположенных где-то в преисподней. Если вы получили ее, Рикет сможет перезапустить старую кузницу для оружия. Вот, это уже звучит так, Пойдите, найдите мне несколько драконьих яиц. Звучит прекрасно, пойдемте искать драконьи яйца. Да. Вот, привычка из всех игр подобного формата управлять мышкой. А тут тебе вас суют лицо и говорят, на, управляй. Как? Чьи проблемы, наши, что ли? Вот. При улучшении зеленых прихвостней они могут дольше оставаться в бою. Так, в смысле дольше оставаться в бою? Не понял. Они же должны запрыгивать на горб, врагам. Хорошо, по моим подсчетам, дракон, отложивший яйцо, где-то здесь. Выдвигаемся. Да, выдвигаемся. Так вот, они должны запрыгивать же на спину врагам. Они же ассасины. Они должны сидеть, пока его не убьют. Хотя, по-моему, если мне не изменяет память, то во второй части они не то чтобы этим увлекались. Да за шо? Что за душка? Камни! Смерть. Ля, какие драконы были. Драконы душат камнями. Что происходит? Цветы, драконы. Правильно приспособлены много думать. Они просто все ломают. Я могу только уважать такую целеустремленность. Я тоже. Вот. К слову, в, так сказать, экспозиции героев, которая, к сожалению, не попала в предыдущую часть, потому что Кодмастер сказали авторские права, нельзя выкладывать это. И я такой, ладно. Мы узнали, что этого персонажа убили тролли. Ага. Это типа мне запомнить нужно? Или что? Или как? Или где? Так, окей. Я могу пойти туда. Вот. И, собственно... загадки. Это я люблю. В Overlord всегда были очень интересные загадки. Вот, да, и, собственно, в этой экспозиции про персонажа, за которого мы сейчас играем, говорилось просто, ее убили тролли. И я такой, типа, как-то вяло. Пустите. Да за что мосты сжигают, камни ломают, блин, чувствую себя каким-то неполноценным повелителем зла. Меня просто кибербулят драконы, прихвостни, все кто угодно. Я вижу в данном испытании, я бы не назвал это прям загадкой, но в данном испытании я вижу прям копирку с второго подземелья. Да? Копирку со второго подземелья Torchlight 2. Так вот оно что. А я-то думал, тогда все понятно, собственно, нельзя трогать-то. Господи боже мой, это же неудобно. И что это? Все, я понял хейт, признаю, осознаю. Хейт за неудобное управление на ВАЗД.
Я согласен целиком полностью, одобряю. Ёп, одобряю. За что? Что за душка? Просто ужас. Я себя прям чувствую, не знаю, ущемленным меньшинством оверлордов в мире шипов и испытаний. Я ж, блин, ну типа темный повелитель, там все дела, ничто не должно стоять на моем пути, все должны преклониться передо мной, шипы, в частности. Может потом похвастаемся шрамами. Ага, похвастаемся. Ты-то выбрал стул без пик. А у меня... Ой-ой-ой. Ну вот нам... А может их можно сломать? Ну пройти туда нельзя. И в принципе всегда вроде как был открыт один путь. Ладно, может я это проглядел? Если я это проглядел, а вы нет, то, пожалуйста, укажите это в комментариях, чтобы, ну, на будущее. Мне не терпится начать работу некоторыми новыми видами оружия. У меня... Огонь булит, что за таймер? Огонь булит, мне страшно, я ненавижу таймеры в играх. Провалено. Ну, видимо, вот мой выход. Ждите. Но я жду. Все, у меня есть время, так что создадим кое-что для существа более 2 футов высотой. Это я более 2 футов высотой? Или в смысле орудие, которое может противостоять существу более 2 футов высотой? Ой, как неожиданно и Так, в смысле? Не понял. Ну то есть я сюда могу пойти. Так. Окей, я помню, что вот эту штуку нужно избивать, чтобы лутать какие-то кубики. И... Так, я могу как-то... Ладно, не будем заниматься вот этими вот опроверчивыми вещами. Не пристало. Мы возьмем это. Боже мой, не позвольте проклятым эльфам бездны заполучить это. Что это? Ну, видимо, кузня. У меня же был классный... Сила Рэгдола на моей стороне, проклятые остроухие уроды. Рэгдол. Блин, Рэгдол, конечно, такой медленный. Так, надо набирать форму, дальше что очень много пропускаю по лицу, и это грустно может кончиться. Как бы говорят, что стратегические игры укрепляют разум, но что-то после цивилизации очень сложно нажать нормальные кнопки в других играх. Рэгдол! Ой, меня убили. Не, ну бывает. А я чё? А я, собственно, ничего. По-моему, эта рука сложилась во что-то не совсем пристойное. Я бы так сказал. Ха! Так. Рэгдол! Он умер или застрял? Рэгдол! Рэгдол! Я обожаю этот удар. Так, подождите. Вот она моя. Вундервафля. Что? Что? Почему? Почему мне не сказали об этом? Возможно, я, конечно, настолько внимателен, что это пропустил. Ух ты. Давай еще раз. Ты можешь лететь в пропасть? Ля-ля-ля, что творит? Ляша делает, молодой. Ля. Давайте, ребята, давайте. Выносим мусор. Подожди, ну это же типа босс. Мне интересно, а всех боссов можно будет вот охранять рэгдолов? То типа, если да, то это...
Ладно. Про эльфов бездны принято думать, что они плохие, но на самом деле они всего лишь неприятные типы, которые слоняются как свиньи. Тем не менее, они, кажется, довольно сильно вцепились своими черными когтями в яйца. Лучше быть осторожным, Рикет. Ага. В чьи яйца они вцепились? Конечно же, в яйца дракона. Так. А что? Так. Молодой, красивый. Так, мы... Что? Пожжешь? Так, ладно. Я и не смог вспомнить, какая кнопка делает мой вундервафельский удар. Так, подождите. Я считаю, что это очень важно. Поэтому мы с вами должны убедиться, посмотреть, активировать взгляд прихвостня. Специальная атака 2. Угу. А разве в прошлый раз это было не Е? Да, вот это я понимаю. Вот это хорошо. Рэгдолл. Господи. Я, конечно, я, кажется, понимаю, за что можно было так сильно захейтить игру в свое время, да? Что-то там балл на метакритике был какой-то очень грустный, у нее юзер-скор за плохую оптимизацию и много странных вещей, но вот, типа, факт того... Так, слышишь ты? Все, ну теперь все. Эй, а ну, падай. О, у него сломалась коллизия. А ну, падай. О, упал. Ну, боевая система, конечно, да. Боевая система, конечно, божественная. Вот чё за прикол? Почему нельзя мне уронить лут из персонажей, которых я, собственно, убиваю? Почему я... Вот зачем его разбрасывать по всей арене, чтобы я потом бегал, еще и на время его собирал, еще и не успел собрать большинство лута, и чувствовал себя каким-то неполноценным. Трофей 52. Мне так никто и не объяснил, куда их тратить, но возможно, когда мы принесем драконьи яйца, я чувствую, что вы должны взять... Это то, что нужно для кузницы. Да, найди яйцо. А в смысле? А ну и зачем тогда вы мне, если я его сам несу? Куда его, правда, засунул? Ну, видимо, туда, куда... Да, за что хотели подержаться эти чудесные эльфы. Выглядит интригующе. Но это явно логово дракона. А кто строил дракону ловушки? Я слышал, что зачастую они не очень разумны. Чего? Что? Бесполезные какие-то прихвостни, если честно. Честно? Так, окей. Я подобрал какую-то штуку, еще какую-то штуку. Ай. А что-то таймер все еще идет? И что я тут... Нет, мосты. Что? Мост предательски ломается. Я подозреваю, что эти челленджи с прохождением на время... Ну, как бы я должен их выполнять, когда буду знать, куда мне бежать, потому что, ну, это как бы не очень понятно. Там впереди ловушки, а я не представляю себе человека со столь молниеносной реакцией. Что это было? А оно урон наносит? И откуда оно вообще вылезло? Ну, я вот вижу подобную структуру тут под мостом, но она типа держит мост. Ну ладно. Да господи. Я из нее не могу выйти. Это типа клетка. Вон оно чё. Но я даже не попытался по нему пройти на самом.
Да опять буллинг камнями. Да что это? Драконье логово. Дракона нету, а камни унижают. Что? Так, стоп. Вот это финиш? То есть... А? А как? А как? А как? Я не понимаю, как. Ладно. Ну, это, собственно, совсем другая история. Так, окей. Ну, типа, так. Мы бьем эти штуки, получаем кубики с миньонами, да? Я помню, руки помнят. Застреваем в кубиках с миньонами, отлично. И то есть, в принципе, по факту эта штука мне как бы не нужна. Кубики нужны вообще не пойми зачем. И я просто как бы им говорю... Я забыл, что я им говорю. Секунду. Открыть инвентарь, блокировать, специальная атака, больше силы, активировать взгляд прихвостней. Да. Ну так я как бы... Я как бы, да. Что? А? Так, может быть, мне все-таки нужно залезть сюда? Ну, типа... Ля какие? Что отряд суицидальных ребятушек. Возможно, это нужно, а возможно и нет. Кажется, нет. Кажется, я... А, нет, ладно, не сломал. Я не понимаю. Иди, ходи. Ладно. Оно как-то само все починилось. Так, подождите. Я указываю пальцем и говорю... Иди. Зачем вы ко мне ползете? Иди. Ой, все. Я обиделся. Так, healing here. Ля, такие заки. Они меня лечат, точно. В этой части они лечат не друг друга, а меня. Определенно похоже на яйцо. Ага. А если я, допустим, пойду сюда, то я найду сундучки. Очень приятно выглядящие сундучки, очень неприятно выглядящую лаву. После стресса, испытанного мной от атаки цветов и буллинга камнями, я как бы, я теперь не доверяю в этой игре ничему, что выглядит как то, что я не могу убить, а оно на меня бежит. Так. Healing here. Ну полечите. А у меня полное здоровье. Зачем вы меня лечите? Алло, вы что, тупые? А можно их как-то, типа, заменить? Ладно, не хочу об этом думать сейчас. В принципе... А зачем делать этот мост, если, ну-ка... Ладно. Нужны большие вкусные прихвостни. Но не то, что большие. Лучше выход видите, чтобы сдвинуть эту глыбу и активировать выключатель. И убедитесь, что они не станут обедом, пока будут это делать. Ладно. Так. Зелененькие. Так, окей. Вы идете. Да, господи. Ой. А что их можно отдельно? Ладно, оставим это на потом. Я уверен, об этом нам расскажут позже. Я вот что подумал. Я вот, собственно, что думаю. Ну иди, ходи. Зеленый ходи. Почему зеленые ходи, а ты не ходи? Ой, синие ходи, а ты не ходи. Ходи. А ну иди. А ну быстро иди. Работать.
Я вам что, какая-то шутка? Я понимаю, у вас там есть еще 3 гроба. Давай, 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 родимый, давай. Да что с тобой не так? Аллах всемогущий. Я, значит, обшарил вообще вот все, информации нигде не было. И я пошел, пересмотрел предыдущую серию, и там было Shift+3. Я очень яростно все это время кликал Shift+3. И никто, блин, мне не объяснил, что чтобы отправить зеленых уродцев, нужно нажать Shift+4. Это типа должно быть очевидно. Вообще, почему это очевидно? Я узнал, например, что типа голубые там это вроде Shift+1, красный Shift+2. Но это же... Ужас. Ладно, это было написано, в принципе, в управлении, и я этого не увидел, да? Но как бы... я же, да... Я же нативный игрок. Я хочу... Уй-дю-дю-дю-дю. Так, вы телепортировались. Давай, пошли. Ну, работай. А чё вы? А почему они меня бросили? Ладно, обойдемся без них. Я слышал, что у них есть чудесный талант уходить в невидимость, но... Ну не во время же боя. Или они временные. А почему они вообще временные, если это так? Все. Я начинаю понимать претензии игроков. Во-первых, это очень интересные бои в игре, просто великолепные. Не, ну с рэгдоллом это хотя бы смешно. Ну, типа, то есть ты как бы кликаешь не одну кнопку, а как бы иногда 2. Ну, ты как бы, да, такой... Он еще... Что? Почему он испарился? Ага. Получай. Почему он не хочет лежать, как все остальные? Ну, типа, вот у этих волшебников время лежания явно меньше, чем у остальных. Вот этот, который провалился в лестницу, только что из нее появился. Но появился он как новый противник. Почему так? С другой стороны, он же был... Ладно. Все, у меня, в общем-то, вопросы закончились. Вопросы касательно... Так, ладно, давайте попробуем играть в эту игру по ее правилам. В щит урон не наносится, окей. Куда-то умер чувак, я не могу прерывать анимацию. Я могу отражать! Ладно, это бесполезно, потому что меня убили. Ну, это было неожиданно. Ой, господи, это же все сначала. Справимся с ними, не так ли? Да, конечно, мы справимся. А куда деваться? Так, ну что, голубые ребятушки, давайте, лечите меня. Лечите, лечите. Бурые, деритесь. Голубые, лечите. Получается, что как бы, да, справимся. Ну, справляемся, в принципе, да. Так, я не знаю, нанес бы мне этот взрыв урон или нет, но я считаю, что как бы хорошо, что мы его избежали. Вот, наверное, свою чудесную вундервафлю, я не понял, он вообще наносит урон вот этим? Его нельзя сбить? Ага, нет, можно. Вот, свою чудесную вундервафлю против вот этих ребятушек, которые очень неприятно стреляют, потому что, ну, как бы, я могу отражать их выстрелы, но в целом, как бы, это мне не сильно-то и помогает, потому что в этот момент меня бьют ногами их друзья. Давай! Все, умер. Где следующая партия? Вот она, следующая партия. Так, давайте один из ваших ребяток провалится под лестницу, как в прошлый раз. У них как-то не сразу перемещаются капибары. Очень хэппи-бары, да. Да, это как капибары, только хэппи-бары. Ну так вот. И очень странная система регистрации попаданий. Я не совсем понимаю, как она работает. Ну по ощущениям. Да, господи ж ты, боже ж ты мой. А ты можешь оставаться в этой плоскости? Зачем ты улетел?
Почему он дерется с факелом? А, факел это мой прихвостень. Хорошо. Я не чувствую какой-то моральной ответственности за прихвостней, как вот это было в прошлых частях. Потому что в прошлых частях твои любимчики могли умереть. Да, и допустим, если в первой части это было безвозвратно, умер, значит все, то потом их можно было выкупить на кладбище. Принеси его сюда, пожалуйста. Ну, я, конечно, да, но как бы мне тут это... Я почти практически в одиночку сражаюсь против орд противников. И как бы... Где вообще хваленые прихвостни, которые... Ну, вообще-то вы мне служите, а не я вам. Потому что яйца, я так понимаю, я переношу у себя на ручках, а не вашими силами. Когда в прошлых частях они, собственно, вот, роль износчиков выполняли на ура. Почему темный повелитель должен носить тяжести? Я прихожу сеять хаос и разрушение. Да? Остальные же... Да, господи, почему я так пугаюсь? Остальные же обязанности, да, на правах темного лорда я предпочел бы делегировать. Ой, это, ну, ой, господи. Какая, ой, ну, мне не нравится вот эта вот система лутания. Я чувствую себя как в Сонике, но как будто я не выиграл, а вот, ну, получил урон. Из меня выпали колечки, мне нужно их собрать, и они исчезают. Я не чувствую того, что я победил, и это моя награда. Я чувствую... Куда делось яйцо? Ля ты крыса! Поймал его, пока вы были заняты убийством эльфов. Довольно умный для тролля. Да, он очень умный для тролля и... А, ну наносит урон. Не, ну теперь-то мы это знаем. А почему? Давайте, сломайте штуку. Вы не можете сломать штуку, что ли? Так, я бы... Да господи, боже мой. А что у нас там? Я бы хотел найти пьедестал с голубыми прихвостнями. И как бы, собственно, полечиться. Я не хочу идти туда. А почему мне, в принципе, дают туда пойти, если мне нужно, как бы, вот вроде как сюда, к троллю? А, я не могу сюда, к троллю. А я могу сюда. Давайте наберем камушков. А их ограниченное количество. Ну, то есть, как бы нет смысла пинать. Ну, как-то вот, типа, весь смысл, в принципе, вот этих вот приколов с прихвостнями пропадает, потому что в прошлой части у тебя как-то этот ресурс, ну, был ограничен не вот этими вышками, да, а ты должен был собирать души, чтобы потом призывать эти души, и все было бы круто. И ты как-то переживал за них, а тут ты как бы, ну, вон там есть столбик, я могу побить столбик. Все. Это, ну, это как-то печально выглядит на самом деле. Ты перестаешь, во-первых, чувствовать себя крутым и главным. Во-вторых, точно нельзя больше двух? Блин, точно нельзя больше двух. А если я призову, то могу. А почему просто не дать мне возможность взять больше двух? Ну, то есть, вот эта процедура, конечно, угнетает. Господи. Так. Ага. Мне нужно взять огненных прихвостней. И отправить их куда? И отправить их вот сюда. А я могу, допустим, вот зажать и типа управлять ими. Не могу, да? Но я могу сделать вот так. И как бы отправить их туда. Ага, вот он идет. Вот я становлюсь сюда. Теперь сюда. Тупейшие загадки, конечно. Он что, он застрял? Ну пройди.
Господи, я думал, все, я думал, нас сейчас софтлокнут наши же слуги. Это было бы ужасно. Ладно, ставим второй пунктик. После неудобного от слова совсем управления ставим пунктик на неудобном от слова совсем. Да. Техническом исполнении искусственного интеллекта прихвостней. Потому что ты его как бы отправил, и дальше им управляет ИИ. Ты не можешь ему повелевать. Опять же пропадает ощущение твоей всемогущести, твоей темнолордовости, того, что ну ты типа что-то хоть можешь. Чувствуешь себя каким-то вот, мы... Ладно, не тревожьте дракона, который отложил яйца. Вероятно, это было давно, они ужасно нестабильно. Большое тело, но маленькие мозги. А, ну то есть он типа их отложил и забыл, да? Хорошо. Цветочки эти похожи на цветочки как бы... Ой-ой-ой. Из Overlord Rising Hell, которые в преисподнях жили у безымянного божества. Но они не доставляли мне таких проблем и не заставляли себя ненавидеть. Я, блин, к стенам не могу подойти. Мне теперь булят не только зеленая травка, но еще и красная травка. Фиолетовый тентакли хотя бы не булят, уже неплохо. Типа, да, драконье яйцо из моей кузницы. Да. Он загорается после того, как я прохожу, да? Отлично, просто бежим вперед и все. Непонятная система. Наверное, это какая-то очистка от прихвостней. Впереди яйцо. Впереди яйцо, я захожу сюда, да, там все сзади закрывается. Лечите меня. Лечи. Да, какие кости ломать? Ты можешь лечить? Я могу? А как? Как сделать сексуальный голос? Я их призвал. Зачем вы ломаете кости? Ты можешь прийти? Так, давай, короче. О, все, лечу. Ну вот, неужели? Но да... Ладно, кости еще есть, окей. Они хоть чуть умнее, но если я отойду... Они продолжают меня лечить. Почему сначала, когда я их призвал, они куда-то убежали? Че за хейт лорда? Ну типа... Вообще какой-то буллинг. Типа, если в прологе меня булили только советник и шут, теперь меня булят кузнец, мои прихвостни, советник и шут. Я чувствую себя вообще какой-то униженной абсолютно персоной. Я не ощущаю своей вот этой вот повелительности. И я, блин, должен носить драконьи яйца сам. И они исчезли, когда начался бой. Работайте, ребятки, давайте, соберитесь. Я понимаю, день тяжелый. Вон, посмотрите на этого эльфа, он вообще в стене застрял. Вам еще повезло. Так, а я вот сейчас, если честно, не очень понял, а куда исчезли зеленые? Или они, типа, могут сделать... А ну-ка. Давайте возьмем парочку кубиков. Собственно, призовем эти парочку кубиков. Они делают один удар. И все? И все? И вы мне даете их в запас в количестве 2 штук. При учете того, что это одноразовые прихвостни, которые делают один удар и исчезают. Причем я бы не сказал, что это прям... сильный удар. Он вообще не сильный, если быть точно. Так, ладно. Пусть они меня лечат, пока мы поиграем в рэгдолл. Веселый рэгдолл. Ну, как бы, я не... Да, так сказать, не я такой, игра такая. Я пытался играть по ее правилам. И с другой стороны, я все еще играю по ее правилам. Если так делать можно, то почему я не должен так делать? Правильно ведь? Типа, игра разрешает мне так делать, значит я буду. А почему бы и нет? Ля, какой милый завис.
Да. Ну, насколько я понял, игру делали не те же люди, что делали, собственно, первую две части серии, а делали какие-то другие люди. Ну и, собственно, получилась Андромеда. Я бы так сказал. Очень обидно. Я вот сейчас только задумался, что как бы, да, мои любимейшие серии игр всегда вымирают в каком-нибудь вот в подобных частях серии. Да, допустим, как это было с Mass Effect. Да, в третьем Mass Effect была плохая концовка, но там была неплохая игра, в отличие от Андромеды, в которой нет неплохой игры, нет хорошей постановки, нет персонажей, нет ничего. Есть пустой открытый мир. Чтобы вы понимали, Mass Effect Andromeda это была первая игра, за которую я вернул деньги на площадке. И я даже в Origin регистрировался ради нее. Какие тягомотные, нудные бои здесь. Ля какой меч. Да. Вот. И как бы после всего этого она, так сказать, не оправдала моих ожиданий, и мне пришлось, я хочу это сделать снова, мне пришлось востребовать возврат денег. Так, окей. Знаете, вот есть игры, о которых... надо же было лут собрать. Ну ладно, я думаю, что это не критично, если мы упустим какие-то трофеи, просто потому что, учитывая, да, композицию игры, она явно как бы подразумевает под собой реиграбельность. Реиграбельность подразумевает под собой, собственно, гринд в большинстве случаев, да, как бы в современных играх. Вот. А то есть, если вдруг нам осталось найти последнее яйцо, иди, всадник бездны, я в тебя верю. Да, мне приятно, что ты меня веришь, но ты меня перебиваешь. Так вот, если вдруг неожиданно мне захочется куда-то потратить эти трофеи на что-то очень интересное, чтобы показать это вам, то, ну, я как бы их потрачу. Я как бы нагринжу. Почему бы и нет? Извините меня, я человек, игравший в Perfect World в свое время. А это как бы что-то да значит. Так, и снова загадки, и снова головоломки. Тут у нас закрытая дверь. Допустим, а что если я хочу призвать только... не могу призвать только, да? А если... хочу призвать только красных прихвостней. Окей. Вот оно как работает. Окей, давай, пошел, молодой. Ладно, в принципе, все становится чуть более ясно. Так, дайте мне красненькую, да, красненький кубик, и мы пойдем. Я не обратил внимания в первый раз, но теперь я хочу призвать как... Ой. Ну, что? Куда ты пошел? Сюда иди. Все, нажали. Вот. Я хочу посмотреть, как они работают, потому что если в предыдущих частях они были явно дальнобойными юнитами, так сказать, рейндж юнитами, то теперь они похожи на живые бомбы. А живые бомбы это явно не дальнобойные юниты. Очень дурацкие загадки, я вам скажу, в этой части игры. И лично, как по мне, выглядят они больше не как загадки, а как способ растягивания времени. То есть, знаете, по ощущениям, что я же нажал 3, почему вышел синий? Да, собственно, создали игру, поняли, что, ну, как бы 3 часа геймплея,
такое удовольствие видеть, как вы занимаетесь избиением, да. Спасибо, мне тоже. Вот, 3 часа вот избиения рэгдольных кукол, это как бы не камильфо. И нужно бы, собственно, да, чем-то это разнообразить. Чем разнообразить не придумали. Придумали, как затянуть. И затянули. Ну, возможно, я ошибаюсь, но в моем представлении выглядит именно так это все. Не хочу возвращаться за еще одним бурым прихвостнем. Я думаю, что в местах, где они нам будут нужны, они будут. Последнее яйцо, и снова мы куда-то бежим. И, господи боже мой, почему мы бежим? Я почти! А я хочу переиграть теперь. Теперь, когда я понимаю, как это работает. Так, ага. Ну, то есть тут есть плитки, которые принципиально не загораются, да? И чисто теоретически я могу выбрать оптимальный маршрут, который бы меня не убил, и при этом... Ну, я думаю, что, учитывая местное крайне неудобное управление, вот этот, собственно, путь был бы, ну, не то чтобы удобнее. Ой, зачем мы сейчас будем за этим наблюдать? Да, как бы, нам это не надо. Пока что игра не выглядит. Так, должно быть через эту дверь. Идите сюда. К сожалению, Рикет, я здесь бесполезен, так что сейчас твой выход. Так, и пока не настал выход. Так вот, собственно, пока что игра не отличилась ничем таким, что, да, сподвигло бы меня, а я так понимаю, не сподвигло в итоге и других людей ничего, чтобы вот, собственно, заниматься вот этим вот перепрохождением ради приколов. Все? Ладно. Ладно. Собственно, я считаю, что справедливости ради, проблемы дракона — это проблемы дракона. Что значат вот эти вот штуки, мне так никто и не объяснил. Но я надеюсь, что сейчас мне объяснят. У оружия, сделанного Рикет, есть различные свойства. Экспериментируйте с ними. А мы будем... В тот самый момент, когда ты понял, что Рикет — это, видимо, девочка. Сделанного Рикет. У оружия, сделанного Рикет. Ну... вот они, тролли. Ты был последним. Это не яйцо, это был камень. Ты думаешь, что я тупой? А после яйцо, это не яйцо, получай. А может они сами там друг друга убьют, ну и как бы... А зачем нам этот геморрой? Я считаю, что... ну, видимо, да. Что вы... Да какие кости были? Убейте их. Может, вы будете бить их? А может быть... Не, ну я считаю, что эта атака достойна тролля. Мне нравится. Конечно, юмор в таких моментах попахивает третьим постолом, но... Да, шутка о запахах. Ну вот единственное, что я смог из себя выдавить после пердящих троллей. Ну так вот. Так, вопрос. Вы... ну так они, собственно, станлочатся. А я могу? Я получаю урон от твоего пердежа. Ну в принципе, синие миньоны меня перехиливают. Окей. И я сбиваю им анимацию своим ударом. Так, ну как бы тактика, по всей видимости, проста. Я просто делаю вот так. И под вот это хрюканье, господи, кто делал озвучку? Можно? Нет, я поберегу ваши уши. И мы сделаем вот так. На время
как бы битвы с боссом. Ну, потому что лучше, пусть играет милая музыка, чем вот это вот хрюканье. Это просто отвратительно. И все. И они, типа, все. В смысле реально, они больше ничего не делают. Если я буду их вот так вот бить, ничего не произойдет. Блять, вы серьезно? А почему он умер? Я слишком сильно затолкал его в текстуру? А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, родненький. Пойдем в текстуры? Не пойдем в текстуры, ладно. Ладно, затолкаем тебя в текстуру. У меня есть подозрение, да, что как бы, ну, текстуры должны быть типа непроходимыми, но если у тебя получится, а это как бы не очень-то и сложно в этой игре, как оказалось, затолкать кого-то в текстуры, мы только что это провернули, надо его вон в тот угол затолкать, иначе это будет долго. Да ну, господи, ну ты можешь быть управляемым? Нет, ну, что я могу сказать? Возможно, именно поэтому многоуважаемый Гейб Ньюэлл, да, как бы создатель чудесной компании Valve, и не выпускает третью часть. Он увидел просто Postal 3 и третьего Оверлорда. Что, еще и с вами драться? Убей их ради всего темного, убей их прямо сейчас. Вот, так, мы возвращаем звуки игры. Он увидел вот эти две третьи части, да, упомянутые мной, и понял, что, ну, это проклятие. Нельзя делать третью часть игры. Поэтому, ну, как бы мы не увидим никогда третью часть любого проекта Valve. Потому что случится вот это. С другой стороны, как бы, а есть-то ведь третий Mass Effect, который кроме как за одну концовку ни за что больше и не похейтить. Да. Отвратительно неинтересная боевка. Отвратительно неинтересные бои с боссами. Нет, то есть серьезно, если это вот действительно был босс-файт с этими двумя троллями, то это ну как бы вообще жесть. И я вот задумался, возможно, было бы забавнее и разнообразнее, если бы вот эти ребятушки выбежали как бы, ну, после. Ну, вернее, во время битвы с боссом. Но тогда это было бы не знаю, это бы не несло в себе какой-то челлендж, наверное. Это больше бы раздражало скорее, чем несло в себе. Да почему? Зачем вы дали физику трофеям? Они же разлетаются по всей арене. У меня такое ощущение, что эту игру типа не тестировали вот от слова совсем. То есть они такие, мы сделали игру, а когда спросили, будем ли мы ее тестировать, ты такие типа, зачем? Ну типа, это же Оверлорд, все любят Оверлорда, все купят Мертвые эльфы бездны и яйцо. И я бы сказал, мы справились. Отлично, да. А двух троллей ты не берешь в учет, которые спорили, что это камень. Саша камень. Фуф. Так. А, собственно, зачем вот это все, если как бы я там мог там типа через мост перейти, забрать у троллей яйца? Ладно, мы не будем. Я же говорю, то есть они такие, я уверен, что изначально этот уровень выглядел иначе, что изначально мы за вторым яйцом шли к троллю и били тролля. Ах, где там завеса из зеленого тумана. Ну, могли бы что-то, да, там могло что-то случиться. Но они такие, типа, нет, слишком мало времени игрового. Хорошая работа. Да, хорошая работа. Девочка замерзла. Теперь самое время задать трёп. Любые фрагменты оружия вы найдете разбросанными вокруг. Просто принесите их сюда, и я смогу заново перековать их для вас. Надо пойти и посетить хранителя сокровищ. Он будет пытаться защитить нечестно ограбленное, но ваше дополнительное оружие ваше. Так, то, что я собираюсь спросить вас, печалит мое черное сердце. Ну и что ты хочешь меня спросить? Паршивое дело, но иначе никак, мистер Гнарл. К сожалению, Рикет права. Да, это девочка, похоже, что
Golden. Милофицит. Что? Теперь все эти розовые пушистые создания бегают вокруг Голдена и пытаются обнимать его подряд. Нет, да, я не обнимаю создание. Реально, это не его. Боюсь, придется иметь с ними дело. Хоть соглашение с ними опасно и смертельно. Карта покажет вам, куда идти. То есть, вы мне хотите сказать, я смогу управлять этими розовыми зайчишками из прошлой части? Ну, это прекрасно. Я хочу. Так, давай. Собственно, зачем мы принесли печь? Мы принесли печь, чтобы делать какие-то штуки. И штуки, которые мы можем делать, у нас 31 кубик есть. Все стоит 50 кубиков и 100 кубиков последняя штука, за исключением первой штуки. Окей. Так, стартовое оружие. Темный клеймор, вырезанное прихвостнями и чуть более большего меча. Сырое оружие. Да, так, головешка. Преодолевая историю и мир, это делает душу сильнее. Чего? Преодолевая историю и мир, это делает душу сильнее. Шанс поджечь врагов при нанесении урона. Ну, а почему бы, собственно, и нет? Так, а теперь вопрос. Кликните по предмету. Я создал новое оружие вместо своего. Да. Ля, какая цаца. А у них есть какие-то показатели урона? Может быть, там, ну, что-то? Видимо, нет. Я понял. А как? Экипировать. Я хочу. Я хочу. Ой. Хочу экипировать. Почему мне не дают экипировать? А может, я уже экипировал? А? Да, я экипировал. А почему нету никакого оповещения о том, что я это сделал? Да господи. Так, ну, паттерны ударов не меняются. Супер удар не меняется даже визуально. И, по всей видимости, смысла... Ну, это просто скинчик, по сути. Так. Нашли драгоценные камни. Вы можете менять их в ульи на более мощных прихвостней. И лучше не спрашивайте, что они делают с ними. Так, это отлично, прекрасно. И то есть, возможно, я должен был узнать об этом немножечко попозже. Но, раз уж мы сюда забрели, а я могу упасть. У меня такое ощущение, что не везде есть стены. И, судя по тому, что мы видели ранее в этой игре, я могу провалиться под текстуры где-то. Так, прокачка прихвостней. Прокачка оружия. И прихвостней. Печка. Ну как-то вот вообще без души. Без души сделано. Прикольно. Выглядит прикольно печь, да? Но те, кто играл в прошлую часть, помнят, какая там была печь. Это была горнила, к которому ты подходил. И там была крутая анимация, как прихвостни жертвуют собой. Из их душ и металла ты куешь свое орудие. Это круто. Это было очень душевно. Ты как бы отдавал частичку себя, а вот эти прихвостни даже не частичка тебя. Что это было? Ладно. Ну, хоть конусами запаслись нормальными. Это чувство, когда, ну, как бы собрали ассеты старого Оверлорда, не придумали, да, на каких ассетах собрать вот подобную вещь, чтобы ограничить твое перемещение сюда, и просто конусы поставили. Ладно, собственно, на этом все. Продолжим, значит, разбираться в теме Overlord The Fellowship of Evil мы с вами вместе в следующей серии. Может быть, да, это только кажется, что игра плоха. Может быть, я сейчас судил предвзято все это время. Но будем надеяться, что все будет хорошо.
Ну или хотя бы станет чуточку лучше. А с вами был Гример. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать колокольчик, быть классными, крутыми, комментировать видео. И до скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Всем пока.